Это рассказ о человеке, который пропевал о патриотизме, однако свою первую любовь предал. Пока вся страна пела вместе с Любэ, первая супруга Николая Расторгуева Валентина узнала о его измене чуть ли не в числе последних. 15 лет она ждала его из гастролей, воспитывала сына и верила в его успех, а он, скрываясь, строил новую жизнь. Что случилось с женщиной, которая была рядом, когда он был ничем и никем, и которую он оставил, когда стал знаменитым? Валентина Титова родилась в начале 1950-х в подмосковном Лыткарине. Это был типичный советский город-спутник, где жизнь текла спокойно и предсказуемо. Ее детство пришлось на время хрущевской оттепели, когда советское общество переживало либерализацию. Но традиционные ценности все еще были важны. Она росла в обстановке советского быта: пятиэтажки, дворовые компании, пионерские лагеря и обязательные кружки. Валентина была необыкновенно красива. Натуральная блондинка с голубыми глазами среди сверстниц выделялась. Во дворе ее считали первой красавицей, и мальчишки обращали на нее внимание. Но Валя, как называли ее друзья, не была кокеткой. Она была скромной и трудолюбивой. Хорошо училась, особенно гуманитарные предметы, литература и русский язык. Учителя отмечали ее усидчивость и ответственность. Однако страстью Валентины были танцы. С малых лет она занималась хореографией и показывала талант. Грациозная, пластичная, с хорошим чувством ритма. Она почти парила на сцене. Родители поддерживали ее увлечение, водили на занятия, покупали костюмы. В старших классах Валентина мечтала поступить в хореографическое училище и посвятить жизнь танцам. Она видела себя на сцене, представляла гастроли и театры. Это была ее заветная мечта. Но судьба распорядилась иначе. В ее жизни появился молодой человек, который перечеркнул все планы. Об этом чуть позже. Подростковые годы прошли в стандартной советской обстановке. Она училась играть на фортепиано, несмотря на то, что музыка занимала меньше места, чем танцы. В старших классах увлекалась чтением, классическая литература формировала ее взгляды на любовь, семью и женскую судьбу. В конце 1960-х, начале 1970-х в Лыткарине началась их встреча. Валентина и Николай Расторгуев были почти соседями. Николай был старше на несколько лет, уже вернулся из армии и мечтал о музыкальной карьере. Он был харизматичным парнем, пел под гитару, был душой дворовых компаний. Их знакомство произошло по-обычному, по-соседски. Николай сразу обратил внимание на красивую блондинку, которая каждый день бежала на танцы. Валентина заметила энергичного юношу, излучавшего особую силу и уверенность. Он отличался не только внешностью и голосом, но и амбициями. Он открыто говорил, что хочет стать известным артистом. Многие высмеивали его мечты, но Валентина верила в него. Их отношения развивались быстро. Они почти ежедневно встречались, гуляли по Лыткарину, ездили в Москву, смотрели кино. Николай делился планами, пел свои песни, сочиненные или разученные в группе. Валентина слушала с восхищением и верила. Она не сомневалась в его таланте, была уверена, что его заметят обязательно. В ее интервью позже звучали слова: «Я для Коли была его всем, его богом, его первой женщиной». Их связь, по сути, была классической того времени: активный, амбициозный мужчина и удивленная, поддерживающая женщина. Валентина любила Николая, представляла совместное будущее, шла за ним. Он же видел в ней стабильность и безусловную поддержку, которых ему так не хватало в творческой жизни. Она была его опорой, подругой, которая никогда не сомневалась в его таланте. Но в самом начале отношений случилось событие, которое определило их дальнейшую судьбу. Когда Валентина рассказала о мечте поступить в хореографическое училище, он резко высказался против. Это перечеркнуло ее планы. Она стояла перед выбором: или танцы и мечты, или любовь и Николай.
Для девушки, воспитанной на традициях выйти замуж и создать семью, выбор был очевиден. Она отказалась от учебы, бросила танцы, выбрала Николая. Это был первый серьезный компромисс, жертва ради любви. Валентина тогда не понимала, что это только начало. Она искренне верила, что любовь и семья важнее карьеры, что ее место рядом с мужчиной, поддерживать и помогать ему достигать целей. Так было принято в советском обществе. Она считала, что ради семьи все можно потерять или отдать. Николай же не видел в этом ничего необычного. Для мужчин его поколения было нормально контролировать жену, решать, чем она занимается, как одевается, с кем общается. Это считалось нормой, а не насилием. Валентина приняла эти нормы, как большинство советских женщин. Потом, вскоре после начала отношений, решили пожениться, быстро, по советским меркам. Николаю было чуть больше 20, Валентине около 20. Они зарегистрировали брак, скромную свадьбу, в ЗАГСе, небольшой праздник с родными и друзьями, букет белых гвоздик и фотосессия. Без роскошных платьев, лимузинов и больших торжеств. Молодожены были рады тому, что теперь официально семья. Валентина стала Валентиной Расторгуевой, фамилией, которая позже стала известной всей стране. Начало совместной жизни было тяжелым. Семья проживала у родителей Валентины в одной комнате, где жили еще несколько родственников. Потом сняли комнату в коммуналке, типичный сценарий тех времен. Денег почти не было. Николай подрабатывал певцом, иногда играл на свадьбах и в ресторанах. Все ради заработка. Валентина тоже работала, мыла полы, чистила подъезды, убиралась. Все свои мечты о сцене она отложила, занимаясь домашним бытом. Вся нагрузка на ее плечах. Николай был занят музыкой, репетиции, поиски работы, попытки пробиться. Бывали периоды, когда он без работы, его группу распускали, и семья жила только на Валентинину зарплату. Тогда даже на еду денег не хватало. Это было время бедности, нужно считать каждую копейку, не покупая ничего лишнего. В 1977 году у них родился сын Павел. Это радостное событие полностью изменило их жизнь. Валентина ушла в декрет, полностью посвятив себя воспитанию сына. Она стала матерью-одиночкой в полном смысле. Отец, Николай, был жив, но большую часть времени отсутствовал. Развод сильно сказался на Павле. В 12-13 лет он понял, кто виноват. Отец его бросил ради славы и молодой любовницы. Он не мог принять, как можно оставить мать, которая все жертвовала ради него. В глазах Павла Николай был не героем, а предателем. Даже взрослым он продолжал держать дистанцию, его отношение оставалось напряженным. В 2005 году у Павла родилась дочь София, внучка Николая. Это было радостное событие, несмотря на годы обиды. Валентина стала заботливой бабушкой, помогала с воспитанием. София росла, стала взрослой девушкой. Отношения с дедушкой, возможно, восстановились, но глубокая связь потеряна навсегда. Постепенно Валентина начала возвращаться к жизни. Депрессия прошла, боль стала менее острой. Она снова стала вставать по утрам, готовила сына к школе, работала. Павел стал ее опорой. Да и сама Валентина вернулась к работе, чтобы отвлечься. Она снова стала самостоятельной женщиной, перестала жить в тени знаменитого мужа. Она прошла все стадии утраты: отрицание, гнев, торг, депрессию, принятие. Это заняло годы. Она научилась ценить себя, жить в настоящем, а не в прошлом. Спустя годы она встретила другого человека, Анатолия, который не был звездой, был спокойным, надежным. Поддержал ее, дал уверенность. Врач, рабочий, понимающий мужчина. Она не думала, что сможет снова довериться, но он доказал обратное. Неизвестно, женаты ли они официально, но Валентина живет своей обычной жизнью, не выставляя личное на показ. Живет в Москве или Подмосковье.
Возможно, продолжает работать, достигнув пенсионного возраста, живет с Анатолием, радуется редким встречам сына и внучки. Николай же продолжает оставаться звездой. Группа Любэ все еще популярна, хотя пик славы прошел. Его имя знает вся страна, ее — только любители биографий. Она осталась в тени, как сноска в его биографии. Первая жена — сын Павел. Но для Валентины ее жизнь — это полноценная история со своими радостями, болью, победами и разочарованиями. Она прожила ее так, как могла. Сделала выборы, казавшиеся правильными. Отказалась от танцев ради любви. Терпела нищету ради семьи. Пережила предательство, развод, депрессию и вышла. Обнаружила в себе силы начать заново. Встречала нового человека и стала бабушкой. Она выстояла. И в этой обыденности есть особая ценность и красота. Валентина – символ женщин, чьи имена не славят, чьи истории не рассказывают, чьи жертвы остаются невидимыми. Но именно такие женщины создают наш мир. Они держат тыл, пока мужчины достигают вершин, остаются с детьми, когда мужчины уходят за славой. История Валентины – это история о достоинстве, силе духа и умении подняться после падений. Она не писала мемуары, не давала скандальных интервью, не становилась публикой, ее жизнь – это пример шедевра повседневного героизма.